камень превратить в кусочек пластика. Ваша машина поскользнется на какашках другой машины и упадет. Сфинктер стиральной машины. Естественно, это травмировало психику ребенка. Здравствуйте! Вы смотрите передачу Андрея Столетова. Серия номер 3. Нанопанк. Существует предположение, что можно взять одну материю, разобрать ее и собрать в другую материю, как конструктор. Таким образом, можно, например, камень превратить в кусочек пластика, или наоборот. И сделать это можно при помощи нанотехнологий. Нанотехнологии – это технологии, которые работают на молекулярном уровне. На уровне молекул все измеряется в нанометрах. В одном метре 1 миллиард нанометров. То есть, если мы возьмем что-то метрового размера и решим рассмотреть 1 миллиардную часть этого предмета, то мы увидим его молекулы. На тему того, возможно ли при помощи нанотехнологий трансформировать одну материю в другую, ведутся споры. Каждый раз, когда я о них слышу, я вспоминаю, что до 1903 года человечество всерьез считало, что летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Спустя 116 лет это утверждение кажется весьма нелепым. Хотя оно должно было казаться нелепым и в то время. Потому что сомневающиеся люди могли бы просто посмотреть на птиц и увидеть, что те тяжелее воздуха, но несмотря на это летают. Отсюда можно сделать вывод, что если мы видим тот или иной феномен в природе, то можно смело заявлять, что его реально воссоздать искусственно. Мне кажется, что люди, считающие трансформацию материи невозможной, представляют себе какую-то сказочную историю наподобие притчи о царе Мидасе. А царь Мидас славился своими похождениями. Жил-да-был царь Мидас. Когда он был ребенком, муравьи почему-то решили, что сделать муравьиный амбар у него во рту не такая уж и плохая идея. И начали складировать там зерна пшеницы. Естественно, это травмировало психику ребенка, поэтому, повзрослев, царь Мидас спустился во все тяжкие. Он связался с древнегреческой богемой, а те научили его всяким гадостям. Как и подобает богемным тусовкам, не обошлось без интриг и махачей. Поскольку боги – существа высокомерные, они не могут позволить себе махать кулаками. А вот сделать так, чтобы у противника выросли ослиные уши – это очень изящный удар. По-твоему, это удар? Кстати, так и случилось с царем Мидасом. Вот это удар. Затем царь Мидас, как представитель богемы, заимел крайнюю степень алкоголизма и ушел в запой. А когда деньги на бухло кончились, он обратился к своему корешу, богу Дионису, чтобы тот сделал его кожу нанотехнологичной, и все, к чему бы он ни прикасался, превращалось в золото. В итоге он понял, что бухать у него не получится, потому что бухло тоже превращалось в золото, и попросил расколдовать его. Естественно, если представлять трансформацию материи как прикосновение царя Мидаса, то будет как-то слабо вериться в ее возможность. Потому что возникнет куча вопросов. Почему одежда на царе Мидасе не превращалась в золото? Как процесс трансформации понимал, что нужно не выходить за пределы одного объекта? Почему не становилась золотой земля, на которой стоял царь Мидас? Если бы у царя Мидаса и впрямь была нанотехнологичная кожа, то он должен был бы оставлять золотые отпечатки пальцев на предметах, которые долго держал. Потому что процесс трансформации происходит на наноуровне, а вся его одежда была бы позолоченная изнутри. Чтобы наши с вами рассуждения о нанотехнологиях не выглядели как мифология, а хотя бы походили на научную фантастику, то в дальнейшем мы будем проводить аналогию трансформации материи с процессами, которые мы наблюдаем в окружающей среде. Например, растения – это те же самые нанотехнологии, только природные. Задумайтесь. Маленькое семечко попадает в землю, и из него вырастает огромное дерево. Откуда берется материал для создания этого дерева? Совершенно очевидно, что это некая трансформация окружающей материи в тело дерева. В природе все организмы, выросшие из семени, разрослись из одной точки.
что в свою очередь колоссально влияет на их конечную форму. В нормальных условиях в природе все растет по принципу золотого сечения. Чтобы было понятно, возьмем самый наглядный пример золотого сечения в природе – раковину моллюска. Раковина зарождается, и по мере роста к ней добавляются новые ячейки. Происходит это не абы как, а по определенному принципу. Размер первой ячейки относится к размеру второй как 2 к 3. Размер второй ячейки к третьей как 3 к 5. Размер третьей к четвертой как 5 к 8 и так далее. Возможно, вы уже заметили числовую закономерность, в которой каждое последующее число – это сумма двух предыдущих. Это не совпадение, это обычный механизм роста. Просто с каждым этапом площадь поверхности становится все больше, следовательно, увеличивается и пространство для роста. Этот механизм проявляет себя в природе буквально повсюду. Тема эта заслуживает отдельного внимания, поэтому я добавлю в описание видео ссылку на известный ролик, иллюстрирующий этот механизм. А теперь давайте представим, как бы выглядели те или иные предметы, если бы они были созданы при помощи нанотехнологий и разрастались как растения из одного нанотехнологичного семени. Для начала возьмем предмет попроще, например, чашку. Изначально должно появиться несколько одинаковых ростков, которые впоследствии вырастут в саму чашу, а рядом должен быть еще один росток, из которого вырастет ручка. Или, например, фломастер. Что это такое? Это палочка с красящей сердцевиной. Поэтому нанотехнологичный фломастер будет иметь один красящий росток и, например, 6 ростков вокруг. А когда фломастер вырастет, у него на кончике должны появиться коротенькие волоски, в которые из красящей сердцевины будет поступать краска. Следующий уровень сложности – рюкзак. Он может вырасти из 6 ростков. 4 центральных сформируют сам мешок, а 2 боковых – лямки. Когда рюкзак вырастет, на краях мешка образуются липучки, чтобы рюкзак можно было закрывать. Ну а далее по накатанной. Нанотехнологичные столы будут круглыми и с одной большой ножкой. Стулья будут выглядеть аналогично, только в процессе роста из одного дополнительного ростка у них будет вырастать спинка. А как бы росли дома? Нанотехнологичный дом будет выглядеть как бамбук, полый цилиндр с ячейками-этажами внутри. В центре дома будет расти трубка, от которой будут отходить иголки-ступени. Правда, придется порубать отверстия для окон и дверей самостоятельно, а сами окна и двери выращивать отдельно. Как вы поняли, жить как Спанч Боб в ананасе не получится, потому что внутри ананаса мякоть. А без мякоти ананас вырасти не может. Обратите внимание, что все, что умеет думать или двигаться, относится к миру животных, где новая жизнь зарождается в утробе матери. Поэтому вырастить интеллектуальное или способное двигаться устройство можно только в специальных условиях, похожих на инкубатор. Представим, что нам надо вырастить блендер с помощью нанотехнологий. Мы можем вырастить в инкубаторе эдакий мышечный мешок с множеством острых зубов внутри. Он будет сокращаться и размалывать попавшую в него пищу. Похожее строение будет и у стиральной машины, только зубы ей не нужны. Зато пригодится сфинктер, через который будет удаляться вода. Или, например, возьмем автомобиль. Поскольку в организме животного все едино, вращающихся деталей вроде колеса или мотора блендера в нем быть не может. Поэтому автомобилю нужно будет иметь лапы. Естественно, такому автомобилю нужен мозг, который знает дорогу и может руководить движением машины без участия водителя. Все дисплеи будут овальной формы, а изображения на них будут воспроизводиться благодаря тому, что они будут покрыты кожей, как у хамелеона. И чтобы вся эта техника функционировала, ее нужно будет не заряжать или включать в розетку, а кормить едой. Соответственно, эти устройства будут какать. В итоге будете вы сидеть в своей машине. Полезете в карман своих конопляных штанов, чтобы достать оттуда смартфон и покормить его. А тот обосрался прямо у вас в кармане. Затем ваша машина поскользнется на какашках другой машины и упадет.
А вы выйдете из нее, чтобы перебинтовать бинтом из подорожника болячки на ее коленках, и радостно воскликнете: Как же здорово, что существуют нанотехнологии! Конец.